Привет, друзья! Сегодня мы с вами протестируем новые краски от Невской палитры из серии «Дымка». Я нахожусь в Ереване, и здесь эти краски продаются только наборами по 3 штучки. Набор из 3 туб в магазине стоил 3500 драм. По нынешнему курсу это около 850 рублей, то есть чуть меньше 300 рублей за одну тубу. Ну, не так уж и много, учитывая, что в онлайн-магазинах в Москве они стоят около 200 рублей. С учетом импорта и перевозки, думаю, что это адекватная цена. Сегодня я буду рисовать только этими цветами, поэтому я выдавливаю их на отдельную тарелочку. Как я уже сказала, цвета 3. Они все довольно холодных оттенков. Первый цвет на палитре выглядит немного сиреневато и называется гематитовая дымка. Не знаю, чем руководствуясь производитель, называет этот цвет. Я из любопытства загуглила, и оказалось, что это камень абсолютно черного цвета. Возможно, есть какие-то другие виды, но данный цвет выглядит немного сиреневатым. Я пробую этот цвет в достаточно густом формате, потом разбавляю его водой. Грануляция хорошо проявляется, когда есть достаточное количество воды, и мне интересно посмотреть, как цвет распадается, потому что, забегая вперед, скажу, что он состоит из нескольких пигментов, каких я скажу чуть позже, а пока давайте просто посмотрим, на какие оттенки он распадается. Я здесь вижу сиреневатый цвет и еще один пигмент, который более подвижный и вытекает быстрее вперед, коричневатого оттенка. Следующий цвет серо-синяя дымка. Он единственный оправдывает свое название из этого набора, на мой взгляд. Ну и, в общем-то, здесь никаких сюрпризов. Цвет имеет серо-синий оттенок в мокром виде. При высыхании явно читается наличие ультрамарина и какого-то черноватого пигмента. Следующий цвет называется серо-розовая дымка. И для меня было сюрпризом выдавливать его, потому что в густом виде на палитре он выглядит зеленоватым. Ну, действительно, в более разбавленном виде он выглядит серым, и из него явно вытекает какой-то активный розовый или красный пигмент. А теперь давайте заглянем во внутрянку цветов и посмотрим, из чего они состоят. Состав указан на упаковке, здесь нету большой тайны. Гематитовая дымка состоит из пигмента PB29 и PR101. PB29, то есть PBlue29, это горячо любимый мой ультрамарин. Ну, судя по всему, именно из-за него получается такой сиреневатый оттенок. Второй цвет PR, то есть PRed 101, это железноокисная красная. Я ей никогда не пользуюсь, поэтому сразу же ее не узнала, хотя цвет довольно популярный. Следующий на очереди у нас серо-синяя дымка, тоже состоит из 2 пигментов. И сюрприз, первый пигмент PB29. Да, это опять ультрамарин. Второй пигмент PBlack 7. Это у нас сажа газовая. Ну, как будто бы вообще без фантазии, зато от него не стоит ждать никаких сюрпризов. Все спокойно и довольно предсказуемо. В отличие от следующего цвета, который у нас состоит из целых 3 пигментов. Еще раз повторю, этот цвет называется серо-розовая дымка, и в его состав входит наш старый друг ультрамарин PB29. Следующий пигмент это PGreen 17, PG17. Этот цвет называется окись хрома, и в мое детство все зеленые краски гуашевые были именно такого цвета. И третий цвет PR187, PRed 187. Этот цвет тоже наверняка многим знаком, потому что он есть в стандартных наборах Невской палитры. Это красный светлый. Итого в этой загадочной серо-синей дымке у нас 3 пигмента: ультрамарин, зеленый и красный. Зачем же нам лазить в состав цветов? Ну, во-первых, для того, чтобы понимать, как себя будут вести цвета, а во-вторых, возможно, их можно заменить и совсем не обязательно тратиться на новые цвета. Если вы хотите научиться читать упаковку акварели, напишите в комментариях, я запишу на эту тему отдельное видео.
А теперь давайте попробуем нарисовать такой сумрачный, дымчатый пейзаж. Собственно, я вдохновилась этим названием, думала, что можно нарисовать этими цветами, и только этими цветами, и выбрала такой туманный горный пейзаж. Я для себя намечаю легонько карандашом, где у меня будут горы. Ну, конечно, дальше уже там как пойдет кисточка. Лист бумаги у меня закреплен на планшете малярным скотчем по периметру, потому что мы будем работать большим количеством воды, и нам не нужно, чтобы лист сильно вело. Я начну с неба. Я решила, что небо у меня будет розоватого оттенка, и хочу поиграться с эффектом вытекания одного пигмента из массы другого. Поэтому я беру серо-розовую дымку. Мне понравилось, как активно из нее вытекает розовый цвет, и я надеюсь, что с верхней части она останется серо-голубой, ну, там такой зелено-голубой скорее оттенок, а розовый цвет вытечет немного вниз. Ну, не так сильно проявился этот эффект, как мне бы хотелось. Я смочила область неба, набрала цвет сверху до гор. И сейчас я пропущу несколько рядов гор, потому что у меня мокрая бумага, чтобы пока не связываться с ее сушкой, дать цвету растечься. Я перейду к горе на 2 ряда ниже. И для этой горы я густо набираю серо-синюю дымку. Такой серо-черный цвет, да, мы помним, там ультрамарин и сажа газовая. Я набираю ее густо, провожу по абрису горы, верхней гряде горы, и сейчас я буду смачивать нижнюю часть, давая цвету потечь вниз. Это нужно делать быстро, для того, чтобы у вас не осталось никаких полос, чтобы цвет не успел впитаться. То есть мы наносим темный цвет сверху, потом смачиваем область. Если вам трудно сделать вот прям вот так, можно сначала смочить область горы и потом просто на верхнюю ее часть нанести цвет. Цвет сам распределяется, я его почти не трогаю кисточкой. Вот я сейчас добавляю еще больше густого пигмента, потому что много цвета утекло вниз. И я хочу немножко усилить вот эту активность вот этой темной верхушечки горы. Мне не нужна здесь жесткая граница, поэтому я дальше продолжаю, даю водой цвету потечь дальше, даю ему потечь настолько, насколько ему хватит заряда, который я ему дала. Ну, уже очень красиво получилась гора, мне понравился. Я думаю, что этот цвет очень интересно будет выглядеть в технике рисования гор, вот таким образом по-мокрому, когда они могут куда-то утечь. Ну, а дальше мне нужно проработать еще какие-то холмики чуть ближе. Я решила набрать немного цвета по мокрому. Здесь я взяла гематитовый цвет, но он мне показался очень ярким, поэтому я все равно туда намешала серо-синего и, в общем, в итоге смешала их вместе, потому что гематитовый кажется мне уж слишком розовым и слишком активно спорит как будто бы с этой горой. Пока, чтобы была слишком жесткая граница, здесь у меня будут такие воздушные, чуть прозрачные елочки, поэтому я работаю по влажной заливке. Ну и в левом нижнем углу у меня будут елки. Для них я беру серо-розовую дымку просто за то, что она зеленоватая в густом виде. Ну, посмотрим, как это все растечется, потому что, как вы видите, на палитре я уже смешала все цвета, потому что близкие оттенки, как выяснилось. Гематитовый цвет изначально мне нравился больше всего, но в итоге как будто бы мне с ним захотелось намешать все равно другие, подмешать к нему другие оттенки. Ну, вот такие вот пока что по-мокрому у нас получаются елки. Это подмалевок. Я сейчас сюда еще покапаю воды, потому что очень темный получился
фон, мне нужно немножко разбавить этот цвет, потому что потом будет еще по сухому вторым слоем я буду дорисовывать какие-то елочки по высохшей заливке, и для того, чтобы это было видно, она должна быть чуть-чуть посветлее. Наклоняйте планшет, если это необходимо. Пока у меня подсохло небо, сверху там чуть-чуть пару капель осталось, я их промакиваю салфеткой. И сейчас я здесь как раз гематитовым цветом, прозрачным, таким разбавленным водичкой, сделаю холмы, которые на заднем плане, они должны быть более светлые, чем вот эта вот основная гора, которая нам видна. Я по тому же принципу, что и основную гору их рисую, то есть провожу верхний абрис, а потом разбавляю все это дело водой. Они тоже могут быть довольно размытые, я не жду полного высыхания. Ну, пусть они будут вот чуть-чуть с подтеками. Лист бумаги у меня хлопковый, по нему краска не так быстро течет. Есть возможность немножко подтирать то, что не получилось. И так я продолжаю набирать какие-то холмы, которые мне нужны. Снизу у меня подсыхает цвет, но еще не совсем. Я хочу провернуть такой эксперимент, покапать немножко воды для того, чтобы вода сама оставила какие-то следы, какие-то гряды. Но надо сказать, что у меня это в итоге не так хорошо получилось, как бы мне хотелось. Но я решила не вырезать этот момент. Иногда он получается довольно интересно. То есть там остаются какие-то такие расплывчатые следы, и они как будто бы сами рисуют гору. Кроме того, посмотрите, как розовый цвет вытекает наверх из нашего подмалевка под елочки. Тоже интересный такой эффект дымки, туманчика. Симпатично смотрится. Немножко подсушиваю феном, чтобы не ждать. Мне здесь нужно будет потом нарисовать елочки. Направляю фен, думайте о том, куда вы его направляете, потому что если струя мощная, то он тоже может немножко толкать пигмент вперед. Не знаю, видно ли это через камеру, но вблизи видно, как он как бы дует и сдвигает все еще не высохший пигмент чуть-чуть наверх. В итоге у меня даже образовалось небольшое такое пятно, которое мне по итогу не очень нравится. Я потом его корректировала. Ну и дальше по высохшему листу каллиграфической кистью добавляем елочки на передний план. Наверное, если бы я брала чистый цвет, я брала бы серо-розовую дымку, потому что она выглядит слегка зеленоватой, когда она густо. Но так как у меня уже здесь все цвета перемешались, я довольствуюсь просто довольно темным цветом. Ну, склоняюсь все-таки к тому месту, где у меня была серо-розовая дымка. Елочки я рисую каллиграфической кистью. Если вам интересно, как рисовать деревья, напишите в комментариях. Я запишу отдельный урок по рисованию деревьев. Это очень дальше я добавляю интересные елочек на средний план. Обратите внимание, что они должны быть светлее по тону. И у меня там еще немножко не высохшая бумага. Старайтесь, чтобы сохранить эффект тумана, немножко растушевывать нижние окончания елок. То есть у нас как бы верхушки торчат из тумана, а внизу там под ними какая-то туманность. Еще раз все подсушиваю, еще раз корректирую немножечко средний план. Можно посмотреть на работу чуть-чуть издали, чтобы понять, нужно ли что-то добавлять или уже ок. Немножко смущает меня это пятно. Я потом его без камеры тоже еще немножко подтирала аккуратненько. Ну вот такая получилась работа. Еще раз покажу крупным планом, как выглядит грануляция. Довольно интересный эффект, но рискованный. Нужно быть готовым к тому, что могут быть вот такие вот интересные переходы цветов неожиданные. Нужно понимать, какой цвет откуда
потечет. Напишите в комментариях, на какие еще материалы, может быть кисти, а может быть бумагу, вы бы хотели увидеть обзор. Если вам было полезным это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, делитесь с друзьями. Больше моих уроков можно найти на Boosty и Patreon. А все ссылки на другие соцсети вы можете найти в описании профиля. До встречи в следующем видео. Пока-пока.